Здравствуйте, товарищи! В Астраханской степи пытаемся охотить волка. Стоп, начнем сначала. Охота на копыта закончилась, не считая вышки. Все активно взялись за волков. Обычно эта охота спонтанная. Появляются где-то волки, хозяйство их офлаживает и оповещает всех срочно прибыть. Мы же решили пройти весь путь самостоятельно, найти район, выследить, добыть. Так и возникла идея охоты в астраханских и калмыцких степях на барханах. Действуем так. Выезжаем в степь, доезжаем до ближайшей кошары и опрашиваем местных, беспокоят ли волки, видели ли они их или слышали, где они хулиганят. Очень удивило то, что, опрашивая местных, один из первых вопросов от них был: есть ли у вас самолет или где ваш вертолет? Они привыкли, что волков тут охотят с применением тяжелой техники, а мы собрались охотиться, не нарушая законов, хотя применение снегохода или мотоцикла в такой охоте я не осуждаю. Волк тут реальная угроза овцам. Но здесь уже здесь уже лучше. Здесь уже волков видели. По крайней мере, запах. Нет, они уже волков видели. Видели, да? Да, здесь, говорит, он там. А давно видели? Ну, В прошлом году? Нет, в этом вроде. Сколько глаз видит, столько баранов. Для меня эта охота совершенно новый опыт. Я ничего в ней не понимал и все думал, как можно устроить загон в степи, да еще на барханах. В моем понимании бархан – это гора песка в пустыне. Оказалось, это и так, и немного не так. В процессе охоты пришло понимание, как это происходит и что такое бархан тут. Полдня ездим по степи, ищем место. Охота, основное время она занимает именно поиск места. Найти эти барханы, где волки на дневку устраиваются. Пастухи активно делились информацией и отправляли нас все дальше и дальше в степь к следующим кошарам. Ситуация сложная, никто не может понять, куда ехать в этих степях астраханских. Карты бумажные, навигаторы показывают сплошную зеленую пустыню. Едем так чисто по наитию. А ветер у нас с севера, да, от нас? Да, впереди видим какие-то кустики, надеемся, это бархан, да? А вот бархан прямо перед нами. А? Знаешь, где, Андрюш, от лошадей направо. И там высоковой, еще столбы стоят. Ну да, Вот там точно бархан, там прямо там это. точно бархан. Там хороший бархан. Далеко, блядь. Здравствуйте, товарищи! В Астраханской степи пытаемся охотить волка. Значит, система какая? Мы объезжали кошары, где пасут, содержат овец, и опрашивали, появляется ли волк, нужна ли помощь. Значит, нас направили на это место. 2 недели назад здесь видели волка с щенками, следы вот здесь есть. Это так называемый бархан. Барханами здесь называют в степи вот такие места, где какие-то кустики, бугорки. Это не как в пустыне бархан песочный, а вот какая-то неровность, такие барханы, бугорки, но с кустами. Ну, расскажи, что происходит. Значит, идем на номера. Загонщики будут гнать на нас по ветру, а мы займем позицию примерно, крайне будет в километре отсюда. А вы что, вдвоем меня снимаете? У вас что, впереди? Вот мы перекрыли большой кусок бархана, так называемого. Вот крайний там стоит у кустика Антон вроде, потом Юра, вот на этом бугре Серега, Кирус, здесь я. И вот смысл в чем? То, что волк на дневку приходит вот в такие места с неровностями, с кустиками. Основная эта степь, она же ровная, гладкая, как блюдце. А здесь вот встречаются вот такие вот места,
И они здесь залегают. С той стороны мы 2 загонщиков ставим и перекрываем вот такую площадь. Стоим на холмах. Да, загон закончился быстро. Так вот, интересно, что это около меня за палка такая стоит? Кому в степи нужно поставить такую палку? Может, кто знает. Может, ориентир какой местный. Не знаю. Привязана к кустику. Не просто так стоит. А вот тут еще одна интересная природная конструкция. Ну, наверняка кто-то знает. Пояснит мне, что это такое. Сейчас подойду ближе, покажу. Из земли торчит песчаный холм, столб, не знаю, как назвать. Вот такая штука. Поросшая каким-то вьючим растением. В нем есть всякие норки. И снизу норки. Не, ну как она образовалась-то? Как она сама по себе могла так образоваться? Это же не рукотворное. Здесь как бы люди не ходят. Кто-то норки пытался рыть. Не дорыл. Ё-моё, так это проволока. Это как вообще понимать? Это проволока. Это не растение. Вообще не понял. Это металлическая проволока. Что она тут делает, не знаю. Вот так со стороны выглядит. Еще больше меня ввело в непонятки. В степи куча песка с проволокой. Ну рассказывайте, кто знает, что это такое. Вот он, трофейщик идет. На дачу повесишь? Еще одно ребро захватил даже. О, там целая лошадь лежит, блядь. Обглоданная вся чистая, блядь. Вот там лежит. А зачем тебе это? Прямо скелет весь на. Вот почему зайцы там прыгали. Ага. Красота. Лось. Лось, конечно. Видишь, рога какие. Зубы все целые, блядь. Целиком. Молодая. Да. Лежит, вся вот так скелет. День прошел без добычи трофея. Видели мы и лис в загонах, и зайцев, но не стреляли. Цель была одна – волк. На следующий день к нам присоединился местный охотник, который подсказал, как правильно выбирать место, где ставить номер, как вести себя на номере. Он и повел нас дальше в степь. Снега тут уже почти не было, а вообще буквально в 80 километрах от нас по прямой самое жаркое место России – калмыцкая деревушка Утта, где в июле 2010 года была зафиксирована температура плюс 45,4 градуса по Цельсию, что является рекордом высокой температуры в истории метеонаблюдений в России. На номер правильно становиться не на самое высокое и открытое место, как делали мы. Волк вас заметит и не выйдет. Нужно становиться за кустом и набросать на него шары перекати-поля. Лицо желательно закрыть. Местные гонят с выстрелами и идут не прямо, а зигзагами, захватывая большую площадь. Вот почему эти холмы поросшие называются барханами. Дело в том, что здесь сплошной песок. И вот здесь хорошо видно, что это все посадки. Это все рукотворное, чтобы эти пески не двигались дальше, не увеличивались площади. А сначала было не очень понятно. А вот теперь, например, здесь очень хорошо это видно. В итоге волка мы не взяли, но следы были повсюду, в каждом бархане. На номера выходили и зайцы, и лисы, а в одном загоне на меня и на Антона выходил степной дикий кот. Но я приобрел новый опыт, посмотрел интересные места. Нельзя сказать, что поездка прошла впустую, ведь даже для местных волк – редкий и почетный трофей. Я не стал показывать все пустые загоны, скажу лишь, что в день мы успевали их сделать 2-3.
А вообще за 3 дня охоты мы намотали около 700 километров по степи и пескам.